Да. Сколько лен, сколько зин прошло с тех времен, когда мы играли в Player Unknown Battleground, он же Анус, он же Пупк, он же Папк, он же вообще все, что только можно и нельзя. В общем, это Папк. Я зашел в игру, и у меня чуть глаза не вытекли. Почему, вы меня спросите? Потому что там все стало мультяшное, все какое-то изменили, все сделали каким-то, господи, каким-то не таким все сделали, не брутальным, все какое-то, короче, такое. Ну, погнались, как я и говорил, мне никто не верил, говорили, что нет, никогда такого не будет, прошло 5 лет, все сделали, как в PUBG Mobile, все вот скинчики, вот эти вот это вот, все вот это вот. Я человек не такой. Я никогда ни в какой игре не покупал скины. Никогда. Да, ни в какой игре не покупал скины. Не знаю, зашел какой-то рандомный скин абсолютно. Вот, значит... Папк. Господи, по нему лежит целый плейлист. Там, я не знаю, там стримов, наверное, 70 или 50 или 150 по папгу, только которые мы умудрились вернуть и отжать у Ютуба. Это еще столько же, наверное, лежит стримов без этого. Начиналось все со стримов с Шимора, следователем, с Нофиксом, и потом это пошло, и потом это были челленджи. Короче, прошло 150 лет, и я решил посмотреть, что вообще сейчас с папгом происходит. Что у вас здесь происходит? Да, буду играть соло от третьего лица, абсолютно не напряжно, я ничего не знаю, ни карт, ничего, короче, просто зайдем, просто поиграем, просто почилим, да, скины вообще никто никогда не покупает. Кстати, очень интересно, вообще вот как вот по вот этому всему, изменились ли карты. И вообще оптимизация. Что сейчас с оптимизацией? Ну, вроде как, вы знаете, все довольно неплохо с оптимизацией. Потому что FPS максимальные, все максимальные. Мы, в общем-то, с вами счастливы. Да, все хорошо. Значит, карты добавили какие-то, можно копать, выкапывать ямы, норы и еще что-то. Короче, ребята, чтобы не пропускать стримы, всем напомню, подписывайтесь на Hard Insight. Это наш телеграм-канал, в котором все есть. На Бусти вы можете посмотреть, ссылочка первая в описании. На Бусти вы можете посмотреть фильмы и аниме, которые мы смотрим на ВК Play Live. Господи, как я устал говорить, язык сейчас отвалится. Помню, я так тоже один раз говорил, но не буду говорить, когда. Это мой маленький секрет. Значит, что я думаю вообще от PUBG? Вообще, что я ожидаю спустя столько лет? Вроде как проходят турики. Вроде как время от времени в него играют. Вроде бы что-то как-то получается. Вроде бы что-то как-то они пытаются, они делают. Вышло вот новое обновление не за горами. Добавили драгунов, еще что-то добавили. Короче, вроде как что-то пытаются сделать, но не знаю. Вот это вот все, вот это вот. Это, конечно, для привлечения, детей в PUBG, не знаю зачем. Может быть, просто потому что какая-то у них философия изменилась, либо еще что-то. Короче, не знаю. Мы попробуем. Очень часто будем умирать, очень часто будем отлетать, потому что все забылось. Все, конечно же, забылось. Что вообще, как, куда нажимать кнопки, но мы обязательно с вами вспомним, куда прыгать. Давайте куда-нибудь вот сюда вот тут возьмем, вот так вот щеманем. Скин, да, абсолютно дефолтный. Я не знаю, откуда он вообще, зачем и почему. Я в этом не разбираюсь. Ребята, если кто-то шарит там в комментариях или где-то подскажете, вообще дефолтный, чи не дефолтный. Так, с нами, кстати, какая-то торпеда пожилая летит. В города я не особо любитель прыгать. И босс-скилла нет. Но топ-1 раньше занимали прям систематически. То есть прям за стрим несколько топчиков мы брали. Как-то у нас получалось, да, так. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, первый пациент. Ай, ну, как говорится, давай. Вот. Я, кстати, не знаю сейчас вот эти ранги, какие-то там чини-ранги. Я думаю, это плохая затея. Нужно вообще бежать в другую сторону. Вот эти вот какие-то там ранговые бои этот, как он называется, на какую-то
рейтинг и вообще как это набивается и как это вообще сделать, непонятно, да, абсолютно непонятно. Кстати, падать я тоже, если быть откровенным, забыл как, потому что мы как-то падали и всегда были первыми. Но прошло много лет, и я, если честно, совсем все позабывал от слов вообще. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Сразу сыпется X4, сразу сыпется вот так, вот так, вот так, здесь вот так, здесь вот так. Я вот думаю, вот ручки помнят или не помнят? Как вот вы думаете? Ну, они вот где-то фиксируют или не фиксируют? Ага, вот так вот, да, нам сразу 416-ю, то есть решили дать. Ну, то есть игра нам как бы тонко намекает на то, что можно схода взять топ-1. Добавляли здесь уйму, абсолютно уйму всего, чего-то, какие-то тут новые пушки, какие-то вообще абсолютно непонятные для кого и для чего, но будем разбираться. Будем разбираться, как всегда, нам нужна снайперка. Кстати, вообще PUBG, чем он уникален, знаете чем? Тем, что время от времени вы мне про него пишете. Я не понимаю, как это работает, но постоянно вы про него не забываете. Вы вспоминаете, вы мне там говорите: Лех, там, слушай, вот там, сейчас бы в PUBG, там, сейчас бы то, сейчас бы все. И очень это уникально. Уникально чем? Тем, что это, наверное, одна из немногих игр, которые реально... которую вы помните и любите. Я не знаю, простите за слово любите, но факт остается фактом. То, что как бы вы реально про вот это вот вы помните. Чем она вас так зацепила, наверное, тоже в комментах напишите, но очень для меня интересно, почему вы про нее не забываете. То ли до сих пор вы, возможно, даже в нее и играете. Но я бы не хотел в это верить. Потому что, ну не может такого быть, чтобы вы до сих пор играли в PUBG. Я вас, кстати, об этом никогда и особо как-то и не спрашивал. В PUBG, чи не в PUBG вы играете. Знаете, о чем подумал? А я помню еще, как зажимать? Или не помню? Ага. Даже интересно стало. Как говорится, руку не пропьешь. Что-то еще припоминаю. Не, конечно, сейчас кто-то скажет, что это бот. Кстати, насчет ботов не знаю инфу. Что здесь вообще по ботецким? И есть ли они? Или здесь, не шутя, много новичков? Либо все-таки боты, как бы они ушли. Их убрали. Потому что, я так понял, эту контору всю ее выкупали, забирали, перебирали. Короче, тут произошли какие-то огромнейшие изменения абсолютно. Но точной инфы, к сожалению, ну, либо к счастью, у меня нет. Надеюсь, расскажете. Тоже в комментах очень интересно. Очень, все это очень интересно. Все, Лех, сейчас играют в PUBG Mobile. Ребят, ну, я не знаю. Я вам скажу то, что я лично по своему опыту знаю. Во-первых, у меня малой. Он играет в PUBG Mobile. Это 100%. Он играет, он кайфует. Вроде как даже, по-моему, с друзьями. И вроде как даже что-то у него и получается. Но это вообще не точно. То есть это, знаете, это, наверное, тайна, покрытая все-таки мраком. Боты, я так думаю, здесь есть. Раньше, я говорю за раньше, это где-то год назад, выявляли ботов очень простым способом. Если они слабо залутаны, ну и, соответственно, потому как они стреляют, играют, то есть это прекрасно видно. Вот этот чувачок сейчас, который мне попался, он был что-то, по-моему, не слабо залутанный. Но играл он очень странно. Возможно, новичок. Возможно, меня вообще в лобби новичков кинуло. То есть неизвестно вообще, что здесь такое, потому что если бы мы знали, что это такое, то как бы да. Так.
Я понял. Я бы, если честно, я бы его щелканул, наверное, со снайперки, но как щелкать со снайперки, я, если совсем быть честным, то я забыл. Местечко здесь не шибко интересное. Я думаю, что он будет сидеть. В мобилке тоже боты есть. Ну, боты, когда есть в игре, я так понимаю, это из-за нехватки народу. То есть, ну, других предположений у меня, в принципе, быть не может. Здесь на втором этаже сидит тело. Флешек у меня нет, да? Ага. Ну, тут у пацанов своя атмосфера. Можно его дождаться и щелкануть ему просто в глаз со снайперки. Эти проехали. Читеров очень-очень, говорят, много. Ну все, это чисто типичный пабг. Это чувак засел и больше оттуда никогда не вылезет. Знаете, можно, в принципе, налутать Грен. Грен налутать и просто его жагалить, зайти туда. От третьего лица это чисто, да, на расслабоне можно поиграть. Расслабиться, отдохнуть. Снайперка теперь как Опа. Снайперка теперь как в реальности. Я, к сожалению, не понимаю, что ты имеешь в виду под словом в реальности. Типа стрельба как в реальности или что? Вот это вот вопрос. Очень интересно. Как громко. И одному интересно, куда этот чувак делся. Энергетики какой-то скин. Или у меня скинчик этот есть на энергетике. Что непонятно. Так, где-то сидит здесь тело. 200% вам даю. Вот где он сидит? Он же пробежал, да, вроде сюда? Ну, это 100% где-то в доме, в здании. Интересно. Ау. Вот это уже на бота не шибко похоже. Ну, малость ручки помнят. О, привет. И что-то, представляешь, что-то еще помним. Что-то еще как-то маленечко, да? Фиксация идет, так скажем, да? Маленечко. Ну как, не сильно, конечно, но маленько есть. Фиксация, так скажем, скилла. Да, давайте вот назовем так. Легенько, легенько так назовем. Что-то вроде куда-то прилетает, что-то еще куда-то попадает. Да? Так, маленечко так. Конечно, не сильно, но... Потрясающее место абсолютно для того, чтобы отлететь. Здесь где-то был чувачок, но... Если быть совсем откровенным, времени нас не так много. Я думаю, что на меня уже кто-нибудь палит. Прям железобетонно. А вот, собственно, и тот, кто палит. Ага. 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 А чё по инфе? Ага. X8, ребят, не беру. X8 не люблю.
Это такая небольшая отсылка, кто не знает. Ага. Потрясающе. Когда будет Skyrim? Ну, мы его прошли, основной сюжет. Ты, наверное, невнимательно смотрел стримчанские. Вот. Но, если посмотришь, я говорил то, что когда буду проходить с модами Skyrimчик, тогда мы обязательно... Что сделаем с вами? Тогда мы с вами, друзья мои... Не буду этого делать. Тогда мы с вами обязательно его пройдем более подробно. Это я имею в виду квесты, дополнительные задания. Ну, вы понимаете, да, о чем я, то есть. Ну, вот это все. Так, вот здесь сейчас у нас будет не очень приятная такая ситуация. Благо, что чемоданчик я взял с собой. А когда, да, ребят, кто хочет задать вопрос, а когда? Вообще, вот самый любимый мой вопрос. Это в телегу. Это в Hard Insight заходите, и там вот, а когда прям... В общем-то, даже и задавать-то не придется, потому что я каждый стрим анонсирую. Анонсирую. Знаешь, что за слово? Это когда рассказывают про то, когда и какой стрим будет. Что-то вроде как-то, да? Так вот вроде раз и все. Угу. Зона какой? 25-й, 79-й раз от меня сыграла. Мы очень такое любим. Что-то со снайперки, да, еще ручки помнят немножко. Да, вот эти все шотики-то нет? Немножечко как-то залетает. Кстати, если хотите, если я увижу то, что папка очень хорошо набирает, то есть вы его прям хотите видеть, вы его любите, и он такой вообще классный. Если я вот это все увижу, то есть лайки, там, подписки, там, всякие вот эти вот сюда, карусель, ставьте. Мы с вами обязательно папка продолжим. Можно даже, кстати, повторить челленджи какие-то, да, из тех времен. Нас сейчас здесь, кстати, скорее всего, разорвут. Просто в клочья, просто на тряпке. Почему ты меня спросишь? Потому что я выбегаю прямо в поле, прямо туда, куда вообще не надо бы на самом деле выбегать. Здесь лучше вообще не останавливаться. Здесь 100% уже сидят все очень дружно. Удивлен, что я еще живой. Понятия не имею, как это вообще происходит. Мне нужно, чтобы по мне кто-то стрельнул, желательно не сразу меня убил. Тогда будут шансы постреляться. Здесь кто-то сидит. Правильно же, да? Здесь же кто-то сидит. Я думаю, что да. Но в таких местах мы никогда не засиживаемся по одной причине, потому что отсюда очень быстро можно вылететь с одной гранаты. То, что можно обычно, так и вылетается. Я уверен, что здесь кто-то есть. Стопудово кто-то где-то кто-то сидит. Но пока мы его не наблюдаем. Кстати, у меня какая-то даже осталась сковородочка. Интересная. Я не знаю как. Может быть, это везение, может быть, это умным людям везет. Да, по-моему, так говорится. В этом... По-моему, говорят, умным людям всегда везет. Как-то так вот, я все время забываю. По-моему, что-то типа такого. Спасибо, друзья. Донатики обязательно сейчас ваши послушаю. И на каждый обязательно отвечу. Мы, кстати, так ненароком вообще 4 килла сделали. То есть, как бы вроде бы что-то даже какой-то экшен имеется, да? Мне все-таки интересно будет очень почитать комменты и реально посмотреть, играете ли вы в PUBG. Я, конечно, понимаю, что PUBG Mobile, скорее всего, наберет больше, чем обычный. Это прям вот, ну, я вот прям уверен в этом. Прям на 100 500 миллиардов %. Я только одного не пойму, почему с этой стороны люди. Зона от меня, ну, ну естественно, ну, конечно, ну, естественно.
Так, ну что, мы люди простые, у нас 10 энергетиков, мы, в принципе, вкидываем вот такую бимбу и просто молимся, чтобы нам не поставили сразу голову. И бежим. Ну, а что у нас остается? Зона 3 или 4 раза уже от меня сыграла, но я как бы... После того, сколько я отыграл в PUBG, меня, правда, удивить чем-то очень сложно, но можно. Я, кстати, удивлен, то, что получилось даже чуть-чуть. Я не знаю, как я еще бегу. Пока еще бегу. Я очень удивлен, то, что он не вылетел оттуда. Не, сынок, переводится рука сразу на твое красивое неумное лицо в мгновение ока. Это я еще не забыл. Очень рискуем, бежим, ребят, но это лучше, чем от зоны откиснуть. Что-то ручка еще помнит. Я прям... Я удивлен. Я удивлен. Я столько не заходил в эту игру. Если честно, я совсем забыл вообще, как здесь, куда тут, что тут. И вроде как что-то даже куда-то залетает. Представляешь? Кстати, можно лайк поставить за то, что залетает. Но если даже не залетает, тоже можно палец вверх воткнуть. Можно и на рейтинг, так, глядишь, в PUBG поиграть. Ну а что, внезапный киберспорт в PUBG, представляешь? Все с ума сойдут. Пожилая кибермашина наносит ответный удар. Сразу первое превью у меня уже в голове оно сформировалось. Его я лутать не стал по понятным причинам, потому что там поле, потому что я спалился и потому что, скорее всего, мы умрем там. Хотя мы здесь, я правда, я не знаю, как мы живем. Каким макаром мне вообще дают вот это все делать, то, что я сейчас делаю. Это очень забавно выглядит. О, карту вообще не знаю, если чё. Карту не знаю вообще. То бишь совсем. То бишь вообще. Куда здесь ныкаться? И еще раз зона от меня уходит. Забавно, правда? Это очень мило. Но мы не плачем, мы не рыдаем. Мы, в общем-то, готовы принять неизбежное. Еще 15 живых к 100. Угу. Чувачок забежал и пошел дождь. Это для нас просто... Это для нас лучшая новость. Потому что в дождь чуть-чуть поменьше слышно. Так, сынок здесь будет сидеть, потеть. Я не знаю, как я пробегаю и никого нет. Я понятия не имею. Как это происходит? Почему это происходит? Куда? Но сути это не меняет. Оп, хей. Ла-ла-лей. Как вот мне дали сейчас пройти? Ну, это просто течение обстоятельств. Я не помню, правда, как разговаривать. Как-то можно разговаривать.
Как-то можно голоса включать, выключать. Я не помню этого ничего. Сейчас найдем в настройках. А что, есть кто? Хотите сказать, такая... Фатальная ошибка. А где я? Я могу в крысу сидеть, скучно. Неинтересно. Интереснее, когда начинаются вот эти слезы, сопли. О боже мой. Мне еще, знаете, что очень интересно? Как у меня сейчас с контролем спрея на М-ке. Спустя такое огромное количество времени, как вообще обстоят дела? Знаете? Вот и я не знаю. Бум! Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, опа! Опа! Он смотрит, и тут он почувствовал. Ну-ка, мне даже это интересно. А что, килл-то покажут? А, это я типа просто сейчас за ним наблюдаю. Я бы очень хотел посмотреть этот килл. Ладно. Ну, как говорится, есть и есть. Посмотри в зеркало. Я видел то, что там отражение там вообще никакое. Слушайте, ну 5 киллов. Первая катка, 5 киллов сразу залетает. Карту я, к сожалению, не знал. И постоянно от меня куда-то уходит зона. Постоянно она говорит: Алексей, я пошла. Я говорю, не надо. Она говорит, я хочу. Подскажите, а здесь есть хоть одна карта из тех, которые мы можем знать? Вообще. Или сейчас все с одного играют? Вот это интересно. Лицо, да, улетело. Ну, где-то он меня подловил. Ничего страшного, бывает. Надо было повтор, короче, посмотреть. Ну, суть это не меняет. Ладно. Ладно. Очень плохо не знать карту. Вот куда, как сказать, все вот эти граунды, лоу-граунды, хай-граунды. И ты такой, короче, просто раз и все. И смотришь на все это дело. Ну, ничего, бывает. Боятся по тебе стрелять. Я не... ну, переводился я неплохо, но я пока списываю это на совпадение. Сейчас говорю без шуток. То есть, ну, переводился неплохо. Именно М-ку я хочу протестить. Вот хочу очень протестить, как с М-ки переводы. Раньше были просто шикарные. Я очень жестко переводился, прям на лицо, прям всегда трынь. Ну, читы, как говорится, да. Что за карта? А я ее, ребят, не знаю. Дестон называется карта. Вот какая-то. Дестон, да. Зови рекрент в катку. Да и рекрент еще он катает на фултайме по 12 часов каждый день. Бро, М-ка сейчас такое... Эйс берил более-менее. Слушай, ну не знаю, с Эмки прилетело очень хорошо, на самом деле. Здравствуй, Алексей, привет, чат, Алексей. Привет, Хочу заделать план PUBG Mobile в честь твоего канала и хотела бы поинтересоваться у тебя, как же мне его назвать, тебе хорошего настроения, а читу приятного стрима. Я не знаю, как хочешь. Это как в кайф. Чё анонимно? Чё это так? Шо интента анонимы какие-то у нас здесь одни? Так, ну давай он куда-нибудь вон туды. Карту все равно не знаем. Скин топовый. Скин дефолтный, ребята, абсолютно. Я вот, знаете, раньше прыгал, я как-то думал, куда я прыгаю. А сейчас просто, знаешь, вот как-то я это... Ну, со снайперки тоже, да, неплохо. Это, кстати, была М24. Они, конечно, все прыгают первыми номерами. Прыгают куда-то... Я, если честно, не знаю, что это тоже за место, но там много домиков. Может быть, это их туда привлекает. Но мы сейчас туда придем обязательно. Так, пробуем. Кстати, я, ребят, не посмотрел, до какого я сейчас дошел. До чего я имею в виду поэтому.
Левел-то какой? Вот мне сказали Берил. Берил, вот как раз говорят, Леха Берил сейчас. Жест какой сильный. Вообще жест, просто жест. Миник. Тоже как-то с него Привет, получалось любимый вспомниться. стример. Раз уж ты зашел в Любимый стример? пользуюсь случаем спросить. А? Будет ли Warzone? Ой, мой хороший, да Warzone я-то не очень умею. В PUBG так что-то получается кнопочки нажимать. Там время от времени, да. А в Warzone оно что-то какое-то сложное. Потом там что-то читеров, говорят, очень много. Прям их слишком, их прям чересчур, я бы даже сказал, много, да. АУК. Нету рук, бери АУК. Я взял. Угу. Говорят, вроде как неплохая тоже пушка. Давайте попробуем этот АУК. Но я за него не знаю ничего. Ну и ладно. А мы попробуем. А мы что, да? АУК, кстати, по-моему, добавлялся. Он был в аирдропах. Нет? Старые-старые 300 лет тому назад. Нет? Не было такого? А ну-ка, если мне не изменяет память, то это оно. А ну-ка, сынок, подожди-ка. А не оно ли это? А не оно ли это? Мне кажется, что это оно. Вот эта имбулечка, которая наводится за сколько там? 0,001 секунду. И скорострельность у нее, как я не знаю, как из ведра. Сейчас попробуем. Давайте немножко на голову им сядем. Так, у нас есть все, но нет прицелов, да? Так, здравствуйте. МП-9. Что-то, по-моему, я такое припоминаю. Я не могу утверждать, но что-то, по-моему, это оно. Мне интересно, упор в плечо здесь какой. Упор в плечо, наверное... Тук-тук. Дядя Петя, ты дурак? Ну, собственно, вот и шнырь-курьер к нам приехал. Я только не понял, зачем он так спалился, если он не хотел палиться. Ну ладно. Это дело каждого, правильно? Так, у нас как минимум есть вот так, есть вот так. И есть... Вот что-то типа вот так. Алексей, тебе простой братский привет от меня. Ты Лев Тигр. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Всем приятного, ребят. Главное, улыбайтесь. Не грустите. Только улыбки, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Как в том самом прекрасном одноименном фильме, да? И треке. Так, ну больше я здесь... никого не фиксирую. Я человек, ребят, простой. Пойду на звуки выстрелов. Правильно? Че сидеть-то? О! Привет. Сюда. Так, вот теперь я себя чувствую чуть-чуть поинтереснее. А пушечка это, если я не ошибаюсь, она же еще и... Она же еще и очень скорострельная, да, по-моему? По-моему. Мне интересно, где веселье происходит, а где и почему меня там нет. Парни, а где я? А где вот это вот все? О! О!
Выезжаем. Так. Кому-то хорошо там щелкают. Я только не пойму, с чего. То ли калаш, то ли че не калаш. Но с чего-то. Привет, Лех. Такой вопрос. Не хотел бы посетить Урал? И если бы хотел, какой именно город? Я Приятного бы... Ты знаешь, родной, я бы очень много что хотел. Фатальная ошибка. Я бы очень много что хотел, но, к сожалению, время... Время, родной, всегда все упирается во время. Время вообще это самое ценное, что у нас есть на самом деле. Не понял, как я правда не попал. Здравствуйте, прекрасный милорд. Не планируете ли взять на обзор Бадычем? Очень хотелось бы взглянуть на эту нашумевшую игрушку от нашего самого прекрасного Тома Харди. Слушай, я вообще не против. Как бы. Падла ушел. А жаль. Бодикам я смотрел, что-то меня очень впечатлил вот этот вот, знаешь, когда ее только показывали, такие все, вау, там, блин, круто. Красиво, типа, знаешь, круто. А потом я посмотрел сам геймплей, что-то как-то... Я такой, да. Так, все ребятки уезжают. Так, этот сынок тоже свинтил, да? Так, что у нас здесь? Если быть откровенным, я не понял, откуда он по мне прокинул. Но шнырь курьеры я был бы очень рад встретить. Ну, мы в самом центре. Так-то. Почему перестал играть в Тарков? Время. Шикарная игра, и тебе Потрясающая вроде игра. понравилось. Согласен, ждал вайпа, не знаю когда. Не знаю, когда вайп в Таркове. Надо узнать. Сейчас эту на тему. семерках Эйс и Берил, на пятерках сейчас все говно воняет. На девятках Хузи в обвесе ближняя дистанция распилит все, что можно. КСТА Драгун ваншотит в голову. Драгунов ваншотит в голову. Вообще, я был бы, конечно, удивлен, если бы Драгунов не ваншотил в голову, но зная эту игру, здесь может быть все, что угодно. Слушай, ну это здорово. Ребят, не вижу, сколько сейчас на стриме, но всем передаю большой привет, все добро пожаловать. Всем здравствуйте. И реально рад всех видеть. Это очень-очень круто, то, что мы сегодня с вами собрались, несмотря на то, что игрушечка подвела Once Human, которую я хотел взять на обзор. Ну, я думаю, что не критично, не глобально. И как бы, ну, как есть, так есть. Ничего страшного. Я на самом деле очень рад даже, то, что серваки на ней отключили. Я это не проконтрил. Почему-то я до сих пор думаю, почему нет мин. Вот будете смеяться, но какого черта нет мин в PUBG? Мин, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть вот это вот, поставил минку, ушел. А где это все? Только сейчас на эту тему задумался. А почему? А как? А какого рожна? А что, вот так вот взял, заминировал вход. Вот растяжечку, там, знаешь, какую-нибудь лягушечку, да? Лепесточек там раз поставил. Пошел отдыхать. Что-то они взяли и все уехали. Мне как-то грустно. Вайп завтра. Угу. Ну я в принципе так и думал. Ну ладно, буду ждать, когда освободишься и Спасибо, приедешь в родной. Ек. И пойдем всей сходкой в гей-клуб.
Осуждаем такие движения. Нет, я, конечно, понимаю, что, ну, как бы, играешь в КС, от судьбы не уйдешь, но нет, 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 полностью осудительный момент. Что-то я никого не вижу, никого не слышу. Бросай. Понял. Я пойду сбегаю, а то катка что-то какая-то прям вяло текущая. Надо вообще куда-нибудь в миско прыгнуть, поугарать. Пару раз в лобби отлететь сразу. Что-то как-то прям... Все очень такое спокойно. Не понял с МПшки, почему я не зажал в него. Что пошло не по плану и почему не было пожилого зажима. Байтим на то, что не слышим. Опа. Ой-ой-ой. Близко. Праздник нам приходит. Но он залутал. Так, он здесь залутал. Там сидит. Там сидит тело. Ну, он чисто подъехал, лутанул и все, и в закат ушел. В доме то ли с миником, то ли с чем-то таким сидел чувачок. А сегодня без песенок? Сегодня да, то не слышно ничего будет. Не-не-не-не, никакой КС. Фу, в танке, братчик, в танке. А, танки, повзрослели. Понял, ребята. Ну, танки, как говорится. Почему бы и да. Здравствуйте, Здорово, уважаемый Алексей Михайлович. Здравствуйте, ребята. Смотрим вас всем офицерским составом на сутках. Всем добра, Вот бобра это и удачи. уважаемо. Это ничего себе. Всем ребятам спасибо за службу. МЧС это глубоко уважаемая мной профессия. Очень опасная. И крепкого вам здоровья, ребят, терпения. И, конечно, чтоб поменьше всего творилось. Хотя желать этого бессмысленно, все равно что-нибудь день да произойдет. Вы сами знаете. Но в любом случае желаю только так. Так, ну как минимум... Ага. Да. Мне интересно, а у него листвы нет? Он в курсе, что там листья? Нет? Я его вижу. Он вообще в курсах, что там листочки, цветочки? Нет? Или ему это как бы, ну, не шибко интересно? Там к нему, кстати, пришли в гости, если что. Ребята, сколько у нас сейчас на стриме, интересно? Я почему-то был уверен, что PUBG будет вообще не интересен людям, но... Судя по чату... Еще если бы YouTube не моросил и присылал уведомления вовремя... Ну там в домике основной движ Париж. Я не пойму, куда вот этот чувачок делся. Давай пробежимся. Угу. Почему-то мне не удалось ни одну тачку. Ни одну тачку
открыть вообще. Может, Бог по типу угораем с случайными работягами? Угораем, ты имеешь в виду с подпивасов? Можно? Можно попробовать. Тут надо с кем-то, а то они килять будут. Ну то есть ты серьезно, да, чувак? Ну-ка еще раз мне это покажи-ка. Давай, сынок. Так, почти убил. Так. Так. А, ну все, он здесь мог видеть, да. Нормально, нормально. Там, я говорю, вы не знаешь карты, это очень все грустно. Очень грустно, потому что ты не знаешь, куда бежать, не знаешь, где возвышенность. Где Эрангель нормальный? Где наши карты? Где можно зайти и хотя бы что-то знать? Потому что, ну, вот это вот куски вот этих говна, где одни камни, ну такое. Где Эрангель? Где вот это все? Хочется уже, да, ну, какой-нибудь, что там, Эрангель, потом это пустынная, как она карта? О! По спецзаказу подъезжает Эрангель. Вот это потрясающе, вот это красиво. Вот это мое почтение и уважение. Так, звуки у меня на максимум. Как, я не помню, Alt-T или... Мне кажется, люди заходят на PUBG, потому что тут можно и с тобой пообщаться, но и за настроением, конечно. Кстати, 100%, жду да. коммент с книгами, особенно книгу по метро. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Всем брат. интересен не папк, а твой стрим. Не, ну 5 киллов схода настрелять, это тоже надо, конечно, это. 4, Пока тем более там мальчики живых-то играют в точно было. КС, мужчины играют в танки с большим калибром ствола. Кто-то мне сказал, что там скоро 11 левел танков добавят. Там, наверное, сейчас все Правильно, сидят для со слюнями. танкистов и пабгеров есть кинки пати и садомаза клубы. Я сам, конечно, не знаю, но Alt-K это убрать подсказки. А, во, спасибо. Или Мирамар это, да-да-да. Не, это Эрангель, а Мирамар это пустынная. Наныл. Ну, зато честно, наныл. Сейчас так, глядишь, и вспомним, и научимся, и чё куда. Так, настройки. Игровой процесс. Показывать сообщения, личные сообщения. Имена можно вот так вот, да, и вообще сделать. Вообще будет прекрасно. Так. Ой, блин, я не помню, куда я прыгал. Кто помнит? А, нет, помню. Нет, я помню, куда я прыгал. Но я туда, наверное, не долечу сейчас. Хотя... Ну, чисто технически, наверное, можно. Давайте, знаете, что я прыгну, выпилюсь, но это будет интересно. Это будет интересно. Мы хотя бы постреляемся здесь. Чуть-чуть так поактивнее эту катку. Отказал грудастой тянки и пошел смотреть тебя. Все правильно. Ты лайк не забыл влепить, нет? Как рыбалка. Подлещиков. На фидер. Фидер, если что. Фидер. А не то, что тебе послышалось. Да, подлещиков на Истре неплохо наловили. Так хорошо, они прям под вечер. Причем мы пришли, когда, наверное, жарко, рановато, я бы сказал, да, пришли. Вот, и к вечеру началось раздупление, и прям, ну, пошел процесс к вечеру. Да, понял.
Вот, пошел процесс раздупления ближе к вечеру, и как бы все было очень хорошо. Ну, я вам так скажу, что они все были предельно одинаковые. То есть одинаковые, прям по размеру все идеально. Уважаемый дядя Леша, когда «Остров кукол» Димы смотреть будешь? Уважаемый дядя Леша, завтра когда у «Остров нас стрим кукол» запланирован. Димы смотреть Вечер будешь? где-то в 8 часов. Может быть, чуть-чуть попозже в 9, если будет еще дневной стрим на ВК Play Live. Вот, так что завтра, сегодня уже стрим запланирую на завтра, так что ждите, ожидайте, и завтра с радостью посмотрю. Не смотрю сразу, потому что, ну, Димон, он просил сразу никого не смотреть, дабы там не отжирался трафик, все остальное, в принципе, я с ним солидарен в этом плане, поэтому, уважая его контент, я сразу никуда не щемлюсь, то есть всегда смотрим хотя бы там денечка 3, когда проходит, да, как-то так. Кстати, от Утопии Шоу всем большой привет. Вот, вас очень похвалили, потому что вы красивые. Да. Это я от себя, конечно, добавил, но все-таки. Это что? Две полоски, типа, или что это такое? Что это? Кто-нибудь шарит? Это какой-то Рондо. Рондо — это конфетки. Понятия не имею, что за карта. Но вот это вот чисто с Fortnite они пытаются скопировать. С Fortnite и с PUBG Mobile. Прям вот оттуда все это берут. Давай, пошел ожидать Фолыча. Зачем его ожидать, если можно перейти на телегу подписаться? А там все оповещения. Там вся инфа по этой теме. Так что, ну, как-то так. Это гораздо, по-моему, проще, чем сидеть и ждать. Если честно, мне показалось, что постанова ужас. Ну, не знаю, посмотрим. Это они что, хотят сказать, это такая карта таких масштабов? Еще я жду косплей на Sailor Moon от тебя. И я, и другие ребята помнят про тверк. Погоди. Это карта таких масштабов? Забавно, правда? Это, мне кажется, самая большая карта, которую я видел. И она на 100 человек. А у них ума не хватило на 200 ее сделать человек? Чтоб немножко она поинтереснее там была, нет? Мне кажется, это было бы гораздо интереснее, если бы сюда в вкирогазили человек 200 на такую огромнейшую карту. Но она не то чтобы огромная, она просто какая-то гигантская. Я, кстати, разучился совсем прыгать. От слов совсем, от слов вообще. Да, меня здесь опять кильнут. Я даже не знаю, если честно, куда бежать. Куда бежать? Давай сюда побежим. Надо поучиться прыгать. Я не помню, за сколько квадратов там прыжок, чтобы идеальный был. По-моему, за 1 или 1,5 квадрата. Ну, можно будет все это дело найти. Привет, Чаюч. Интересно. Дядя Леша, привет. Не хочешь дуплетиком залететь? Так сказать, в 2 дула пострелять? Не, какой, это мы так зашли в игрушечку. Просто вспомнить, пообщаться даже больше я зашел, если честно, с аудиторией. Потому что PUBG, вот чем он хорош, тем, что здесь, ну, есть возможность общаться с работягой. Ты уже видел новость, вышел трейлер нового Doom, зацени, если можно. Как громко. Трейлер нового Doom видел или нет? Не видел. Можно будет посмотреть, кстати, на ВК. Можно будет одним глазком, как говорится, заглянуть. Я не знаю как, но упав в какое-то очко, мы с вами в итоге залутали как минимум калаш. Это точнее, наверное, даже будет берил, да, у нас это правильно? Это у нас берильчик, мы залутали миномет, и мы залутали вот так вот, да, даже, значит. Угу.
А мы все помним то, что я с точки, в принципе, накинуть могу, если сейчас я увижу. Я бы через ХГ здесь отыграл. Ага, дымок. Дымок. Сейчас посмотрим. Спасибо, ребят, за донаты. Это что, Берил? Здорово, Кролл, когда Димку чекнем. Страшно, очень страшно. Терем, терем, теремок. Из трубы валит дымок. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, ну и что, он там сидеть будет? Мне кажется, это немного плохая идея, нет? Сидеть в этом фанерном домике. Как самую малость. Ой, что-то я маленько растерялся даже. Кидает, бросает его очень сильно, но что-то в нем есть. Нет? Вам так не показалось? А он, я так понял, зону, да, откинул? Так. Из бомжа мы с вами потихонечку превращаемся во что-то прямоходящее, нет? Каким-то чудесным образом. Так, вы мне говорили, Берил, да? Неплохо себя чувствует. Что-то могет. Не Берил, а это Эйс даже. Но сути это не меняет, потому что он также на семерках. Вы мне сказали, что семерки сейчас must have. Ну, если честно, никого не... Ага. Звук стекол до сих пор, да, слышно за... Попал? У меня... Или у меня глюны идут уже? Угу. Не, браток. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сосай. Видел? Скилл белки. Жест. Братик, раскумарсика. Что здесь, я не пойму, происходит? Что у вас здесь происходит? Что здесь, я не пойму, за неадекватное поведение? Кирка? Что? Кирка? Ага. Я знал, что он сейчас по нему будет окучивать. А где ты, сынок? Мисклик. А где ты, сынок? Хорошо бы вообще его поджать на самом деле, да? Прям просится, чтоб я его поджал.
А ведь в голову попал. А можно ХП посмотреть? А как он не умер? А голова-то стопроцентная. 162 левел. А можно увидеть, как он не умер? 100% голова была. Сейса. Причем. Флешку он кривую дал. Одна пуля зареганная, я понял. Все, вопросов нет. Вопросов нет, ничего нового. Это стандартная история. Абсолютно стандартная. Вообще забейте. Это, мне кажется, вот это вот отсутствие реги, оно... Это был... Сначала было, по-моему... За что все хейтили, я не помню. Типа FPS. FPS был в говне, все в говне. Потом игру оптимизировали. Спустя то время, когда был первый наплыв читеров, все ушли из нее. Они ее оптимизировали, сказали, Привет, смотрите, возвращайтесь. Посмотри фильм «Проклятие монахини 2». Смотрели, Я смотрела, было смотрели, жутко. родной. Удачного Вот, стрима. поэтому как-то так. И потом была вот эта вот тема с Доброго отсутствием вечера. реги. Всем хорошего настроения. Это очень Отличный странно, вечер. мне В поезде кажется, нет? под стрим До Саамова, сих пор ее не красивого и сделали, потому что, ну, любимого. попаданий Всем было добра. несколько, а рега одна просто, и остальные пули просто в непонятно куда улетели. Ну, ничего страшного, как бы я знал, что это за игра, куда мы заходим. Ударь киркой по земле. Не-не-не, я знаю то, что там можно копать, подкапывать, прокапывать там и так далее и тому подобное. Чат аж, кстати, завис. Очень надеюсь, то, что... Не, стримчанский идет, все нормально. Да, причем, знаешь, такой пук попадание и все, и больше никого не видно, не слышно. Ладно. Флешка, кстати, очень, да, криво ослепила. Ну, как всегда, скинчики. Это, в принципе, есть чему учиться у Габена. Скины, как всегда, петушины. То есть, ну, ничего нового. Но это просто трэш какой-то. Причем они альтернативу не дают. Я, допустим, вот не вижу, я захожу в магазин, все пестрое, все... Знаешь, такое ощущение, вот как на азиатов направлено. Вот, а здесь как бы это... Он тебя переиграл? Переиграл чем? Ну, ты же видел, регал. Раз, два, три. 3 пули, третья или вторая голова. А регнула одну просто тук. Но это нормально, это для PUBG, я говорю, это как, ну, по дефолту. Ничего страшного. Когда Overlord? Когда вопрос сразу в телегу Hard Insight. Вот, кстати, она как раз. Да, вот туда заходишь и ждешь оповещения. Как только будет время, обязательно посмотрим. Смотрели совсем недавно. Начали, точнее, смотреть. Было такое довольно крупное голосование. Так что как-то так. В мобилке то же самое. Ну, я сомневаюсь, что в мобильном они сделали эту дичь. Здорово, Леха. Хотя Заброшки предвидится на этот могли. или следующий месяц. Не знаю. Я человек простой, я все в телегу закину просто и все. Вот, но меня даже немножко пугает то, что ты это спрашиваешь, потому что что по таймингам? Не буду пояснять, не буду объяснять, просто что по таймингам. Вот. Но я не забыл. Все хорошо. Спасибо за донат. Давай трейлер. Не помню, не понял, какой трейлер. База. Это база. Ну, факт. Факт. Здравствуйте, уважаемый Рен Аннет. Привет. Привет. Когда? Никогда. Слушай, ну, я думаю, что если был бы простой способ пофиксить вот эту дичь с выстрелами, они бы уже это сделали. Но, по-моему, как-то они особо не торопятся это делать. Трейлер Сталкер 2 видел. 2 видел. Перестал меня интересовать, перестал следить за трейлерами после... Что-то где-то они высрались там очень жестко, разрабы, и я что-то как-то маленько охладел к этой вообще игре. Но, наверное, не к игре, а к проекту. Кто-то спросит, в чем разница. Игра Сталкер, она потрясающая, и она просто шикарная, она шедевральная, она мне безумно нравится. Мы прошли с вами и дополнения разные, там, и модификации, там, или как это правильно называется, да? Вот, поэтому, ну, как-то так, как-то так. Как-то вот так. А проект это то, что уже, ну, непосредственно кто принимает участие, там, разработчики, херотчики, там, и вся эта прочая, вот это все. Вот, поэтому как-то так. Так, давайте попробуем прыгнуть. Ну, вообще, уже пора бы мне.
По L2. По Lineage 2 инфа есть. Она же линяга, она же L2. Да. Середина июля. ЗБТ. Дальше ОБТ. И в сентябре старт. Ну, судя по тому, что этот человек всегда мне говорил вот эту инфу и никогда не ошибался, я надеюсь, что в этот раз он тоже не ошибется. Но то, что в середине июля старт, это стопудово. Но это X1, full time, все дела, не знаю. Я как-то сторонник того, что, наверное... Слушайте, мне надо срочно поучиться падать, потому что это просто жесть. Это все очень грустно, очень все печально. И я, если честно... Не понял, но это новичок прям совсем, пацан. Забираем. Капец, а как подписки дарят? Слушай, а по-моему в нашем регионе нельзя дарить, если ты из РУ региона. Там же тогда это порезали. А другие могут дарить. У меня ребята дарят, то есть из разных других регионов. Так что... Так что как-то так. Ну ничего. В любом случае, спасибо. Спасибо даже просто за подписку и за палец вверх. И от души. Почему бы и да. Так, ну мы с вами нашли М-ку. Начало очень неплохое. Кстати, я не посмотрел, да, Здорово, сколько Лёха. мы дошли Если с вами. будет время, Когда 5 чекни килов Хукайдзю номер 8. Годно-то, думаю, тебе зайдет. Времени у меня нет. На стриме как-нибудь, в принципе, чисто теоретически, наверное, могу посмотреть. А я все думал, когда же ты появишься? Так что обещать не буду. Плюс мораль. Давай под конец этого месяца заброшку. Ждем и надеемся на понимание. Ну, смотри. Что такое вообще заброшка как есть? Вот я как-то говорил уже, что вообще стоит подготовить вообще онлайн именно заброшку, да? Именно в тот вот формат, как мы делаем. Это, знаешь, это из разряда... Я даже не знаю, это из разряда фантастики вообще, в принципе. И, если честно, хвала и почет ребятам, кто со мной в команде работает, то, что у нас получается это делать. Подготовить ее крайне сложно по техническим, понятным, да, обстоятельствам. И, в принципе, именно, наверное, по этой причине до сих пор ни у кого как-то что-то особо это сделать и не получилось, на насколько я последних вижу, по крайней стримах мере, через не знаю. неделю уходить в армию, поэтому решил донаты закинуть. Спасибо, да это, в принципе, было не обязательно. Мог бы просто сказать, мы бы пожелали тебе хорошей службы и как бы этого самого, да и, в принципе, и все. Спасибо. Донатить не обязательно, чтобы что-то пожелать. Можешь в чате написать. Я чатик так краем глаза чекаю. Можно несколько раз написать. Я прочитаю. Особенно, когда вот пауза вот эта вот. Ну, вы поняли. Когда между киллами там или смертями. С4. Блин, знать бы, как ей пользоваться. Вообще бы цены не было. По-моему, это то, что накидывается и взрывается дистанционно, да? То ли с телефона, то ли еще там с чего-то. Что-то мы такое с вами где-то не созрели. Точка. Да блин, я просто ребятам хотел подарить. Ну капец ситуация. Давай тогда сам. Да хорошо, давай я на ВК подарю ребятам на 5000 сабок. Это 50 сабок, потому что там по 100 рублей они всего стоят. Легко. Сделаем. Сделаем, забились. Легчайше сделаем. Огромное спасибо за такую крупную и большую поддержку. Спасибо, дружище. Спасибо. Так, зона играет на нас. Самолет летит от нас. И мы с вами никого не видим и не слышим. Даже выстрелов, кстати. Это какой-то прикол или...
типы сразу туда едут. Я думаю, что если они сейчас там начнут рубиться долго, вот, то можно даже успеть туда подсосаться. Что-то мне так, не знаю, подсказывает. Раз, два, три. Эти уехали. Эти уехали. Скину сиськи Все, тем, уехали. кто меня заменит. Что за игнор то везде и от всех, а? Аха. Чего? Привет, Не Ех. понял. Я Привет. смотрю тебя давно. Белл, Стримил, привет тебе правда. большой. Однажды у тебя был стоим с Шимом, следаком и науфексом. Нет желания позвать парней пофаниться. Удачи. Да можно, почему нет? Да я вообще сегодня запустил, знаешь, так, как сказать, на фоне, не на фоне. Стойку дал. Второй шот дал, стойку. Хорош, хорош. Наказал. Забыл я про эту тему. Чайник, спасибо огромное. С Шимом, с Ледаком. Слушай, с Нофиксом я 1000 лет уже, и как-то я его не видел, не слышал. Вот. По Следаку, да, можно позвать и типа why not? Да, можно. Если честно, очень больно смотреть на папка от третьего лица. Так не смотри, в чем проблема. Я просто от первого лица, потеть не хочу. Просто впадло. Просто только из-за этого. Тем более, это такой стрим больше, как пообщаться. Может, топчик занять, знаешь, такой. На чили, на расслабоне. То есть он ни к чему вообще абсолютно. У меня, кстати, 134 левел в пабге. Прикол. Это прикол, реально. ЕКБ на связи, привет. Подскажите, что за песня от Слипов? Чат хорошего настроения, спасибо. Чат видит, чат слышит, чат чувствует. С4 почти как гранат кидается, а потом ждать PPP. Но PPP, по-моему, можно и не ждать, да? То есть можно сразу ее. Как бы это. Скину сиськи тем, кто меня заметит. Я не понял, кого заметит. Я тебя заметил. Привет. Вообще не понял. Ладно, окей. Но просто привет. Привет, рад видеть. Это у нас из закрытой телеги. Красивые девушки. Помню, ты в пабг с Алиной Рин играл. Общаетесь ли вы с ней? Да нет, как-то у нас мы давно не общались и не общаемся. Не потому что что-то, а потому что просто не общаемся. Как-то, нет общих тем, нет общих стримов. Да и я подвыпал, если честно. У меня, ребят, сейчас конкретно, допустим, настанет момент, я думаю, что это будет... Я не думаю, я уверен. Давай трейлер Дума. Конечно, давай, сейчас как время будет, обязательно посмотрим. Я думаю, на ВК мы это посмотрим. Настанет момент, когда времени просто не будет. Времени не будет не потому, что я там ЧСВ или еще кто-то, а просто потому, что есть свои определенные Лёха, планы привет. на А ты встречу конец с Осадой лета перенес. и этот. Я как-то пропустил Да, этот перенесли. момент хорошего перенесли. стрима. Перенесли немножко, поэтому я с вами, не переживайте. Я бы сообщил в телеге. Во. Жма. Времени может не быть. То есть, если сейчас, допустим, делать не только стримы, то, вы физически время просто не найдете. Слушай, давай со всеми прыгнем. Даже не знаю, сюда прыгают, не прыгают. Миралик, спасибо огромное. Хорошего стрима. Спасибо. Хорошего вечера. Закрытый ТГ мы встречались не так давно. Я приходил, отлично время провели. Такая очень, как сказать, в ТГ даже есть люди, которые к каналу-то не имеют отношения. Просто которым по кайфу общаться, которые на одной волне и не какие-то душные или еще что-то. То есть просто хорошие, адекватные такие ребята. У нас там очень много пар нарисовалось.
Есть люди уже там, кто живет вместе, там, кто отношения строит, что-то мутится по бизнесу, еще почему-то. Вот, ну, это больше, наверное, из-за того, что... наверное, туда вход просто, ну, 21 плюс пацанов и 18 плюс у девушек. То есть нет всякого вот этого... ну, вы поняли, малых, короче, нет. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это хорошо. Потому что мы можем, допустим, нашей компании сходить в любые абсолютно места во время встреч. Да, вообще куда угодно. То есть это прям вообще без ограничений, как оно, в принципе, обычно-то и происходит. Чтобы не было такого, что вот он может зайти, он не может. Поэтому в свое время мы ввели такие правила. И я считаю, они совершенно правильные и хорошие, и адекватные. Да и все, в принципе, ну, с пониманием относятся. Просто 21 год отщелкивает и приходит в ТГ. Но это тоже не принципиально. Я с ребятами и так общаюсь. Вы сами знаете, я общаюсь и в обычном чате телеграм-канала. Могу зайти там на какие-то вопросы ответить, когда у меня есть время. То я всегда рад. Вот. Ну, давай, ладно, я возьму X8, так уж и быть, но я его очень не люблю. Очень-очень. Хотя он бы мне вот в тот раз, он бы меня спас. Уфа на связи, кролам морковки, обнял. Здорово. Привет, Леха. Помню, ты недавно жаловался, что в Стиме толком ничего нет. Есть одна игра в Фоксоле, наиграл в нее 600 часов. Думаю, в рубрику «Игры на вылет» пойдет. ПС там можно играть кланами. Слушай, надо посмотреть, что это, но если вот игры на вылет, ты абсолютно прав, то она точно пойдет. Я просто, ну, жду Lineage. Я жду Линягу, X1 сервак, интерлюд, но я повторюсь, это не в виде рекламы. То есть я туда пойду на долгую, просто пообщаться с ребятами, покайфовать. Ну, то есть вот такой вот формат. То есть без какого-то душнилого там и всего остального. Просто посидеть, почилить в Дискорде, пообщаться. Ну, как в старые добрые. По крайней мере, как мы сидели в свое время. Что у меня звука нет. Так, а чё, где? А где? Просто где-то? Просто где-то, короче. Кто-то где-то стрелял. А кто и где, непонятно. Говорю, еду в поезде. Думаю, кому бы новое белье показать. Кружевное, ну и сиськи соответственно. Ну, а я соответственно, везде. ну, конечно. Не, подожди, а как без этого? Ну, слушай, ну, что я могу сказать? Я, конечно, не знаю, кому. Я, конечно, ну, знаю стримера. Блин, не дожал, надо было прожимать. Здесь моя ошибка. Калаш. Заметьте, калаш прыгает, трясется, как проститутка вообще во все стороны. Калаш больше пока брать не буду. Вообще прям он прям ходуном ходит. С берилом, с ручкой, в принципе, было неплохо. С берилом, с ручкой, М-ка с ручкой, берил с ручкой. Вот надо как-то на них будет акцентировать внимание. Да, не попал. Не попал, но если бы попал, то залетело бы очень хорошо. Но здесь первый раз вот после такого времени калаш брать вообще категорически нельзя. Надо только что-то с обвесами. Что-то прям вот с обвесами. Главное зацепиться за игру. Кстати, очень слабенький чувак на самом деле был. Я думаю, что сейчас, если бы узик, еще что-то было такое вот более... Калаш, мне кажется, больше всего же, да, болтает. Калаш, СКС, я не думаю, что что-то изменилось. Калаш я имею в виду обычный. Но если что, меня поправьте. По-моему, больше всего болтанка у него. Угу. По-моему, так. Так, а что за карта? Мирамар. Ну, на Мирамаре я знаю, куда мы прыгнем. Это больше постреляться, пофаниться, но как-то так. Почему-то, да, почему-то навестись на голову не смог. До этого прям идеально зашло, а здесь вообще никак.
Чё? Ага. Это был не Берил. Я в курсе, в курсе. Не, я говорю, Берил надо брать. Берил Хорошо, с ну давайте ручкой надо все-таки брать. поговорим о нашей стране. Оно Вот, так, например, ну, поинтереснее. Да, простите, а какой стране? О нашей, да? да, о Хотя с России, обычного да. калаша я до этого Всем тоже хай. неплохо, в принципе, Давно не стрелял. получалось посмотреть твои стримы. А это так на кофе. Да, мы также отдыхаем, чилим. Кстати, ребят, да, напоминаю про партнера нашего, Оранжевого. Сейчас у них проходит акция фрибет на каждый день. Заходите на сайт, на мобильное приложение. И, в общем-то, там сейчас евро идет. Я смотрел, как Германия вот играла крайний раз. Мы сидели, отдыхали, пили чай, кофе и вот наблюдали за всем вот этим вот. За всем вот этим вот. Потом еще смотрели французы. Тоже с кем-то играли, короче. Не помню с кем, но счет там тоже какой-то был, как и в баскетболе. Вот. Поэтому заходите, забирайте фрибет, кайфуйте, чильте в чатике, ссылочка и в первом закрепленном комментарии. Так. Ну, как говорится, давай. Надо посмотреть все-таки, за сколько прыгать на дома. Не на дома, а на эти, вы поняли. Мне кажется, где-то за 1 или 1,5 квадрата. Почему-то я в этом уверен. Apex, твое мнение? Просто не моя игра, но ничего плохого сказать не могу. А-ля Warzone по динамике, но вот что-то прям сказать, что вот это плохо, нет. Я Илидана смотрю, он в Apex играет там с компанией. Очень, ну, интересно его смотреть, по крайней мере. То есть, ну, для меня, опять же, интересно. Для кого-то не знаю, для меня очень интересно. Угу. Он. Угу. Ха. Не пошел он, да, дальше? Можно вообще вот так сделать. Что? Всем привет. Заметили, где ждать кружевные? Чего? Что за... Чё за... Чё за... Нормально все? У всех? Что происходит? Я один его не вижу. У меня такое ощущение, по звуку, как будто он уже выбежал. Дурак неумный.
здесь происходит? Я еще раз спрашиваю. А? Понял. Чего они все от меня хотят? Лех, я знаю, что ты любишь историю, но есть сомнения в некоторых ее достоверностях. Вопрос такой, с какого года? Ты веришь, что история еще достоверна? Ни с какого. Вообще не верю в достоверность. Сучонок, я тебя увидел. Куда ты, ёпта, Сережа? Куда мы лезем? Вообще не верю в достоверность истории. Ну, в нынешней. Что происходит? Я еще раз спрашиваю. Что здесь у вас такое происходит? Здесь еще где-нибудь будет сидеть. В принципе, имея драгунов, наверное, можно с тем... Ну-ка, дайте-ка. Где этот бич сидел? Специально, если что, кликнул. Я, если честно, сейчас немного восхищен эйсом вот этим вот. Очень надежно держит контроль даже через X4, прошу заметить. Голова тела прям заспрейлась отлично, но это с ручкой. То есть ручка и, конечно, уже есть какие-то результаты. Так, мне так скучно. Нет. Драгунова, если то вот так лучше. Боты это нет. Вот это 100% были не боты. Слишком они, так скажем, действуют хорошо. Ну, мне так кажется, ребят. Я давно не играл, конечно. Папк, но... Вот этот, хоть и с дропом херовым, но... Слишком он уж что-то... Двигался как-то он хорошо. А там не знаю. Там, если что. Вердикт, я думаю, за вами. Я-то не играю в папк. А вот вы подсказать можете, я думаю. Чи боты, чи не боты. Я не верю, что есть вот здесь. Судя по выстрелам, он где-то оттуда, да, шмаляет. Вот он меня может забрать. А вот и этот бич. Попал опять вот в самом конце, по-моему, в голову. Можно посмотреть? Ведь спрей-то очень хороший. Вот как я по нему сейчас не убил его? Но это чистый пабгер. Это чистый пабгер. Это, ну, один отец в одном месте, второй во втором сидит. Сейчас, секунду, мне даже интересно. Так, вот он. 0 поп... Чего? Погоди. Подожди. Сейчас, секунду, подождите. А как я ему попадаю в сковородку, если у него сковородка сзади на жопе висит, а я стреляю ему в лицо? Тихо. Вот такая игра классная, да? Вопросов вообще нет. Нормально, нормально. Я не знаю, ребят, я
Я просто кайфую, чилю, с вами общаюсь. Я даже никак комментировать не буду. Это просто, знаете, вот зайти, просто поорать. Игра умерла, мобилка для разраба важнее. Да еще до мобилки она умерла. Я вас умоляю, вы что, прекратите. Брат, пламенный тебе привет. Когда стрим по Once Human или вообще планируешь стримить игрушку новую? Сегодня хотел запустить, серваки они уронили. И теперь только она на релизе, в нее будут играть. Но, если честно, довольно такой спорный момент насчет релиза вообще и будут ли играть. Какие отношения с рекрентом? Лично не знаком. Не хотел бы с ним в паб поиграть. В пабг надо играть с человеком, который не будет его тянуть вниз. Я, ребят, к сожалению, не играю вообще в пабг. И смысла кого-то звать не вижу. Потому что, ну, зачем? Это будет смешно просто смотреться. Мы просто зашли пообщаться, почилить. Когда-то, да, я играл очень много в пабг и очень успешно играл, да, так скажем. Но сейчас, как бы, я не вижу смысла даже этой времени посвящать этой игре. Так просто зайти, почилить, с аудиторией пообщаться. Он такой стрим, знаешь, отдохнуть. Поэтому я и не бомблю, и не горю, и как-то, ну как-то так. Просто по поводу десинхрона вот этого и того, что ну, ты не можешь попасть в человека, то есть ты в него попадаешь, не регает. Вот сейчас, допустим, вообще была парадоксальная, да, такая история, когда я в типа попадаю, это слышно даже. То есть человек, который играет в пабг, не знаю, но это грех не услышать, когда такой звук тук-тук-тук-тук-тук-тук по нему, то есть идут попадания, он, получается, стоит лицом на меня, смотрит, в него летят пули, попадает сзади в сковородку. То есть я могу предположить, что как бы в него не регает, а в сковородку сзади регает. Я то есть такой как бы, что? Кого? Но почему не жалуюсь, почему не плачу, не рыдаю? Потому что убить его мог с Драгунова, если попал в голову. Поэтому как так. Твое нынешнее мнение насчет Valorant? Потрясающая игра, которая, на мой взгляд, по моему личному мнению, давно уже дала защику КС. По стабильности, по античиту, по комьюнити, вообще по всему. Зашел в Valorant, я поиграл и получил огромное удовольствие последние 2 или 3 раза. Правда, читаком назвали, но ничего. Ладно, это жить можно. Жить можно. 5-7 лет назад, ну не 5-7, но как-то так. Кстати, какое сегодня число? Вы в курсе, что... Стоп, подождите. Что, реально к каналу... Сегодня... Что у нас, скоро день рождения канала? Что хотите сказать? Это 8 лет каналу сейчас уже не за горами? Просто насчет разрабов, насчет вообще пабга и всего остального, я не понимаю теорию разрабов. То есть, ну, вот их мозг, вот этот вот куриный. Вот смотрите, я скажу по себе, я ничего придумывать не буду, скажу по себе. Вот я человек, который давно не играл в пабг. Такой сказал, блин, надо зайти. 1000 лет не играл, все, хочу зайти, а вдруг что-то поменялось. То есть чувак заходит, вот он видит вот 2-3 вот таких момента, он просто потом скажет... Скажет, ну да, поменялось, проверяй. И как бы все. То есть, ну, он не придет. Ставить уклон на молодую более аудиторию, ну, чисто так по-хорошему, наверное, имеет место быть. То есть это возможно, это нормально, но опять же, молодые-то как бы тоже не глупые. Они как бы раз посмотрят, 2 посмотрят, потом они просто уйдут в игру, где с регой и со всем остальным все как бы хорошо. Поэтому тут как бы, ну, не знаю. Спорно. Так, чувачок сидит там. Молики надо взять. Это мы возьмем, вот это мы возьмем. И вот это, кстати, мы, да ё-моё, тоже возьмем.
Так, ну допустим. Ага, фиксирую. Угу. Ля, голова. Чтоб не втыкала, дура. Сидит. Просто я сам только сейчас нашел интерес в истории. Часто смотрю ребят, которые рассказывают про моменты истории довольно интересные. Михаил со своим Задорнова, посмотри, расследованием. послушай. Чисто мнение. Очень Стоит ли верить? рекомендую. Интересно. Очень рекомендую, дружище, посмотреть этого человека, послушать его. Ну, это, опять же, если ты этим интересуешься. Если не интересуешься, то и оно как бы-то и оно и не надо тебе. А вот если интересно, то... А где все рюкзаки здесь? Кто не знает, они вообще здесь, ну, существуют, они бывают на этой карте или не особо? Угу. Собственно, и... Не знаю, что такое монеты, но... Ну, ладно. Понятия не имею. Что-то, наверное, очень интересное. М24 сегодня себя прекрасно показывает. Как бы это смешно не звучало, наибольшее количество фрагов, наверное, сделал с М24. Даже не с коряка, а вот именно вот с этой вот легендарной вещи. Ну, давай. Угу. Сидит, видел, втыкает. Глаза свои пучеглазые выпучил. Сидит, ждет. Чисто парень на пабге. Эти телячий этот взгляд, вот этот вот. Такой, знаете, бессмысленный и беспощадный. Все как мы любим, короче. Обвесов нет. А очень хочется. На берильчик бы, да, обвесик, ручечку найти. Вот бы было прекрасно, замечательно. Можно было бы там, глядишь, так и до топ-10 какого-нибудь дойти. Нет? Сегодня мы бы с вами были в топ-10? Ну-ка. Но он мимо. Не мимо? А жаль. Ага. Так. Аноним добавлю. Чау. Собака КНВЛВ подчеркивание ДНС. Что? Что это такое? Что это такое? Угу. Ага. Я у мамы. Киберспорт. А это нормально, что он так сносит? Вот вообще. Ахахахаха. Задорного я с детства смотрел. Искренне уважаю его. Он видел дальше, чем люди думали. Правда, помню, верно. как он говорил в... Это вообще нормально? Это легально, законно там? Ну как вот это возможно? Ну то есть я ему четко вкидываю. Это да уже реально до смешного прям. Ну вот есть как вот кто прокомментирует вот эту хрень? Летит чувак, непонятно откуда.
Летит конкретно в эту точку. Высовывается. Я даже, ну... Ну, это папка. Ну, это просто, мать его, папка. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Все в порядке, все нормально. Вот, все хорошо. Не понимаю по реге. Давайте попробуем перезайти в игру, но пока для меня это остается вообще загадкой. 100% попадаю, 100% вылетает из него вот эти каловые массы, но при этом чувак остается жив вообще. Что за араб? Я не знаю, как их вообще, как это, что это такое, понимаешь? И вот это вот, в принципе, в любом шутере, в любой подобной игре, это основополагающее звено. Никто из вас не будет играть в игру там, где просто абсолютно нет никакой реги. Рега, то есть ты стреляешь, ты видишь то, что ты попадаешь, но просто игра их не засчитывает. И вот это вот, конечно, ну, остается под лютым вопросом. То есть как, что, почему, где, зачем. Но зато они сделали красивую вот эту анимацию, там где шлем с ушками, так классно, весело. Молодцы. Молодцы, на самом деле, да, красиво. Играл в игрушку Han Showdown. Играли, было в свое время интересно, когда она только вышла. Почему не стали играть? Обычный PvE говно контент. Потом со временем выкатилась даже инфа, что, по-моему, я не вспомню сейчас какой процент, какой-то, короче, процент игроков даже ни разу не видели, то есть они не PvP-шились. То есть это игра, где максимально доджатся все PvP. Поэтому как-то так. Какой сетап ПК сейчас? Слушай, есть видос совсем свежий, совсем недавно снятый про студию. Зайди на канал, посмотри, очень интересно. Я там прям все подробнейшим образом за эту тему говорю, рассказываю. И вообще про студию видос снимался очень долго. Также есть и про ПК видос. Это мы ездили, короче, в Нижний Новгород и забирали ПК. Так что как бы рекомендую. Не, если что, да, вы меня поправьте. Просто вот на мой взгляд, вот как я вижу, я, допустим, вижу то, что, ну, тупо нет реги. Вот, допустим, первую катку мы катали, каждый выстрел — это килл, это попадание. Потому что тупо есть рега. Сейчас, я не знаю, может, я что-то не понимаю. Super People. Ну, это проект по отмыву бабок был, я считаю. Так же, как и The Day Before. То есть он просто появился, просто собрал бабки, и какие-то невероятные суммы были турниры в первых, и потом просто они слились, и все пропали. Чисто чел, который наиграл больше 5000 часов. Я, ну, не знаю. Ну, вот сейчас, допустим, во время первого выстрела, если бы, ну, я не знаю, может, я не попадаю, ребят. Я не хочу, ну, разводить срач. Ну, не убил и не убил, ну, ладно. Я думаю, что более опытные игроки поймут. Dark and Darker. Очень интересный проект, очень интересная игра. Люблю ее смотреть. У кого-то сам играть не люблю. Потому что все очень слишком темное, слишком такое, оно грустное и нет. Days. Обожаю комьюнити, обожаю игру, обожаю ее смотреть, обожаю мододелов. Вообще огромный респект всем, кто живет в этой игре. Почему? Потому что это огромное сплоченное комьюнити, и они не бросают эту игру. Они прям занимаются, так же, как и Skyrim, и Fallout, и все остальные. Я имею в виду мододелы, которые допиливают, дорабатывают и просто делают новой какой-то вообще совершенно игру, которая, в принципе, к оригиналу, к ваниле толком отношения не имеет. Также смотрю только со стороны. Арена Blackpoint не... копия Таркова? Нет, там заглот Таркова, не более того. До Таркова там еще очень далеко. Посмотрел 2 стрима, по-моему, у Рекрент, выключил, сказал до свидания, спасибо, каловые массы вообще ужасные, даже смотреть противно. Все такое прям оказуаленное максимально. То есть, ну, все, кто, я говорю, хотят увидеть конец Таркова, они могут и на данный момент не только могут, а еще и держат этот конец у себя за щекой.
Не более того, то есть, ну, ни больше, ни меньше. Потому что Тарков это все-таки это Тарков. Вот и все. Super People, она умерла, игра, сразу. То есть они просто бабок отмыли, и все. И сейчас проект вообще, я не знаю, он поддерживается, вообще хоть кто-то в нее играет. Fortnite хочешь залететь? Нет, не горю желанием. Лех, привет. Обе сходки в Нижнем Новгороде. Был в командировке. Не получилось прийти. Еще ты как-то планируешь? Слушай, не знаю. Не знаю. Под вопросом, потому что было огромное мероприятие. Прям огромное-огромное, но, наверное, нет. Нижний Новгород потрясающий город. Всем рекомендую. Очень красивый, очень такой, ну, очень крутой город. Это мое личное мнение. Вообще, я вот заметил такую тенденцию очень забавную. Причем каждый раз я вот с этим сталкиваюсь. И каждый раз вот сколько, да, уже играю в игры, это замечаю. Как только проект себя называет убийцей какого-то проекта другого, это стопроцентное дерьмище, Дядь просто Лёша, малобюджетный какой-то Скажи, что трешняк, сегодня они который не даже будут. внимания не Очень стоит. ждал. Не знаю, я один это заметил или вы тоже, но это по факту. Когда просто выходит какой-то проект интересный, крутой, годный, вот, наверное, за ним интересно наблюдать. Как только громкие вот эти вот названия, все окутано срачами и прочими калыми массами, все, это 100% будет просто обычное проходное дерьмо, которое, дай бог, мы возьмем на обзор, посмотрим, скажем то, что это дерьмо, и забудем в этот же день. Хотя, я повторюсь, у каждой игры есть своя фан-база, у каждой игры есть свои фанаты, то есть, к которым игра заходит. Поэтому спорить и говорить то, что нет, это лучше, нет, это хуже, нет, вот это, нет, то... Ну, такое, ребят. То есть, у каждой игры есть своя фан-база. Это надо не забывать, как бы, и учитывать всегда при том, что когда говоришь, допустим, да нет, это вот говно. Ну, для кого-то говно, для кого-то нет. То есть, если, ну, так прям совсем по-честному говорить, да, то есть объективно, то, наверное, вот это вот самое правильное мнение, выражение своих мыслей. Но есть прям откровеннейшее дерьмище, да, просто которые люди хавают, которые люди ждут. К сожалению, видите, есть проекты, которые просто условно, да, обычный, как скам выглядит. Не то, что выглядит, это и есть обычный сраный скам, который просто люди покупают в силу того, что, опять же, верят, там, ждут его. Там тот же самый, вот для меня The Day Before, я безумно ждал этот, блядь, проект. Я очень хотел, чтобы у них все получилось. Я прям топил, потому что он мне зашел. Я говорю, да, сейчас все получится. И потом началось вот это вот, мы можем, мы не можем. Нам, как обычным любителям игр, нам вообще насрать, что кто может или не может. Мы заплатили деньги, мы хотим увидеть готовый, хороший, качественный, подчеркну, продукт. А не слушать, почему кто-то может или почему кто-то не может. То есть меня вообще всегда удивляла вот эта вот тенденция, то что, знаете, почему-то игроки должны вдаваться вот в эти вот детали, подробности, там, ну просто у нас не было денег или они закончились. Нам насрать, мы купили, мы не хотим ждать миллион аддонов, мы не хотим там ждать миллиард патчей. Мы просто хотим поиграть в ту игру, которую мы ожидаем. Все. Поэтому, если вы ее продаете, как бы, если вы берете... за эту игру бабки, то будьте добры нам ее сделать хорошо, качественно и толково. Правильно? Но, опять же, это может быть мое видение, мое мнение. Кто-то готов ждать. Я не знаю. Я не готов. Вот так вот скажем. Погоди. Я же один это вижу. Ага, только еще Тарков по 80-100 баксов за новый контент просит, что я считаю неприемлемым. Что? 80-100 баксов за ну... Подожди, а как он прошел? Как он вообще пробежал? Все, вопросов нет, стримснап. 80-100 баксов за контент, я считаю, это самое утопическое, что могли сделать Тарков. Ужасный фейл с их стороны. Единственный, наверное, такой вот крупный прям фейл, который я вообще не поддерживаю. То есть, ну, не знаю, как-то это странно очень сделали, и очень странно то, что они на это пошли.
Опять же, это как по мне. Ты бы хотел сделать свою мой РПГ? Нет, потому что я не знаю и не умею делать что-либо. Я такой человек, который очень любит делать все идеально. А идеально сделать то, в чем ты не рубишь, ну как ты это сделаешь? Конечно, ну, у меня есть понимание, почему, допустим, вот вы прикиньте, спустя столько лет я возвращаюсь в ту же самую, допустим, КС-ку. О, господи, КС-ку в Lineage. Потому что я просто иду за эмоциями. Я просто иду за эмоциями, которые, как сказать, я очень давно не получал. Вот. Так что как-то так. Рекрент, наоборот, как раз-таки назвал ее убийцей Таркова. Может кто угодно, что угодно называть, но я не навязываю свое мнение, и я не любитель воспринимать другое, чужое мнение. Мы с вами игроки, у каждого есть свое мнение по поводу какой-то игры, по поводу какой-то ситуации в жизни, если перелистывать на реальную жизнь. Поэтому как-то так. Когда будет реакция на Диму Масленникова? Завтра мы смотрим. Настюх, привет. Диму Масленникова уже завтра вечером по Москве, где-то в 8 или в 9 часов там посмотрим. Если что, сообщу, как всегда, в телеге Hard Insight. Вот здесь вот. Угу. Здорово, Хард, что скажешь об игре Wild Assassin? Не знаю эту игру вообще абсолютно. Почему-то не знаком с этим проектом. Может быть, просто пропустил. Darkwood мы не так давно играли. Очень крутая игра, хорошая, интересная. Позалипать можно, по крайней мере. Ну, на любителя, конечно, но позалипать можно. По поводу Lineage, вы понимаете, я, в принципе, если честно, боюсь только одного, то, что будет играть очень много народу на серваке вместе со мной. И как бы, ну, вы помните судьбу поляков и немцев в Нью-Ворде. Нас тогда зашло столько, что просто они с сервака поливали, там были слезы, сопли, мы, конечно, тогда поржали очень знатно. Но мы их просто в городе заперли, и они там начали плакать, что, боже мой, курва пердоля, там не дают играть, ну, все как мы любим. Вот. Но, понимаете, вот, я не знаю, как это объяснить. С годами, вот мне 37 лет уже в этом году, и с годами ты понимаешь то, что есть эмоциональное выгорание, а есть выгорание к играм, потому что их начинают штамповать, потому что души ты видишь все меньше и меньше в играх, и, знаете, если честно, очень тошнит от этого. И ты ищешь, знаете, вот из этого всего мусора какой-то проект, пусть он там старый, неважно какой, но который когда-то тебе доставлял, допустим, удовольствие. То есть анализирую вот мои мысли. Это я себя же анализирую, почему, допустим, я хочу вернуться в Lineage. Хотя я вообще в нее не стримил не стримил ее на Ютубе. По-моему, 2 всего там стрима было. Но то, сколько я в нее играл в свое время, именно на маленьких рейтах, без доната, вот без всего так, то, что влияет. И, конечно, это было потрясающе. Я вспоминаю те эмоции тех людей, там, того же самого там ДВП, там, я не знаю, там, Клан Enemy, там, других ребят. Ну, конечно, это, потрясающие были эмоции. Поэтому, наверное, спустя долгое время туда и хочется вернуться. А возвращаться в проекты, вот, допустим, PUBG, да, прошло много лет, я в него, не заходил, не играл. Так, что-то мы зашли, посмотрели какую-то обнову. Серьезно, сюда возвращаться, я не знаю, есть какой-то смысл? Вот я, допустим, не вижу. Почему? Потому что, игра удовольствия она не приносит. То есть я играю так вот, знаете, на фоне, больше с чатом пообщаться, да, там есть какие-то там интересные моменты, я такой начинаю серьезно прям смотреть, там, пытаться играть, пытаться ключевое слово, кстати, вот, но не более того, то есть, как-то выше это не уходит, то есть в это с годами, наверное, не вернется никто, он куда падает? Просто куда-то. Не понял. Кто это здесь на мою деляночку пришел? Ась? Не понял. Это моя дача. Это наша корова, и мы ее доим.
Угу. СКС-ка. 1000 лет с нее. Не стрелял, не видел. Была в свое время очень убойной, очень жесткой. Прям максимально она лютая была. Берил. Ну, хорошо, уговорили. Давайте берил. Но берил без обвесов, я уже понял, что это такое. В моих руках, по крайней мере, это очень грустное оружие. Ну, давайте на тот городок, да, потихонечку смещаться. Долго сидеть неохота, лутаться по 1000 лет. Да не, у каждого есть, да, своя такая игра, вы абсолютно правы. У кого-то там танчики, да, кто-то вспоминает и возвращается, там, взрослые ребята. Кто-то, допустим, там, Lineage, у кого-то это World of Warcraft. И спорить, что лучше, что хуже, ну, блин, ребят, это невозможно. Потому что абсолютно любая эта игра, она, конечно, для нас когда-то, допустим, была крайне интересная, там, в которой мы проводили дни, часы, там, да, искали себе друзей. Но со временем выросли и просто стали, у нас появились другие интересы, другие, там, да, какие-то игры, личная жизнь, ареал, все дела. Так, а что у нас сейчас? Берил, да? Берил без всего. Хорошо бы на самом деле вот здесь с СКС-чики попасть. Немножко я не понял, что он мутит. Пошел, что ли? Или где-то лежит. Наверное, лежит, скорее всего, где-то. Салек. Не удивлюсь, даже где-нибудь в кустах или еще где-то. Это ж папка. Есть какие-нибудь предположения у кого-нибудь? Чтобы найти пабгера, нужно мыслить как пабгер. Нет? Ну, мы же все понимаем, что он никуда деться не мог. Типа, ну, он 100% здесь. Где-то. Но где? Куст. Я здесь в него попал, он дальше не лутался. У меня очень много вопросов, очень мало ответов. Где, сынок? Ты куда зашкурился-то? Честно, мне в такие моменты становится очень страшно. Потому что то, что только что было, оно вдруг внезапно пропало. Попахивает мистикой. Нет, ну вот серьезно, ну вот сейчас без приколов. Где? Просто, мать его, где он? Я понятия не имею. Короче, он где-то. Требуем фоллоч. Слушай, здесь не шибко принято что-то, знаешь, как бы требовать там или еще что-то. Мы больше на дружеской общаемся, ноте. Нас как-то, ну вот, понятия там
Доигрался. Тот же самый, по-моему. То же самое. Стрим снайперское тело. Но в этот раз мы с вами были сильнее. Или посильнее, или сильнее. Как хотите, называйте. Короче, ну, в этот раз мы вроде как получше отыграли, да? Давайте так скажем. Кстати, здесь как раз бимба была. Надо было с бимбы красиво ворваться. Блин, 8 лет уже. 8 лет, Карл. Что вообще? Как это возможно? 8 лет я с вами, а вы со мной. Прикинь. Так иногда задумываешься. Я говорю, стрёмно даже становится. Прям даже грустно, что ли. Немного. Слушай, а чё у этого типа было? Коряк? А с коряка мы сегодня не стреляли. СМ-24 прекрасно сегодня залетает, а вот корячок что-то мы с вами почему-то как-то не выгуливали. А почему? Не знаете? Надо посмотреть. Давайте здесь от зоны пройдем. По идее, оттуда еще пойдут, побегут, поедут. Но там стоит машина. Как минимум. Угу. Мне одному кажется, что как будто звук какого-то прибоя, что ли. Я с ума схожу. Скорее всего. Этот город надо закрывать. В принципе, мы в зоне. У нас все очень хорошо. Коряк, мне вот интересно сейчас, третью шляпу он уносит или нет? По-моему, нет. По-моему, он не уносит. Третью каску. Вторую точно коряк уносит сразу. Фулл хп. А вот третью, по-моему, он не тянет. Забавная ситуация. Как говорится, из грязи в князи. То есть, вроде не было, и бам. Что-то как-то вроде даже насыпало. Вертикальное цевье. Награда. Здорово. А это типа электробусик, да, такой? Типа электробусик. Не знаю, никого не вижу, хотя по идее должны отсюда бежать. Ты посчитал, сколько игр прошел? Да это не сосчитать. Это невозможно. Меня бы сказать, что я бы обосрался, это ничего не сказать. Ну-ка, дайте-ка. Помнится, мне как-то мы такое проворачивали. Ну, чувак, как минимум, напрягся. Самую малость. Неплохо он этот бочонок разгоняется, на самом деле. Неплохо, да. Все, в принципе, очень неплохо. Могло бы быть. Ага. Вижу еще одно, по-моему, лицо. Не уверен, но, по-моему, увидел.
Здесь тут за холмиком случаем лицо не сидело? М? По-моему, сидело. Надо закидываться и отваливать, в принципе. Может, конечно, мне показалось. Может, не показался. То, что бежать нам очень далеко, это факт. Ой-о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 й. Честно, немного было обидно. Я просто уверен почему-то, что я не добегу. Поэтому решил пострелять. Леха, привет, как дела? Когда Нормально. вы с Толей будете играть в хорроры, просто мы этого ждем, когда вы будете играть и наслаждаться сексуальными интересами. Леха, ты наша секси-пушечка. Ида, ты Спасибо. наша гордость. Спасибо, спасибо. Слушай, да что-нибудь придумаем с Толянычем? Посмотрим там, что как. Что-нибудь с ним замутим. Так, что-то там какие-то велосипедисты, по ходу дела, встретили. На горочке велосипедиста, да, по-моему, накрячили, но здесь обольщаться на самом деле не стоит, потому что я просто цветочек. Да, обольщаться не стоит, потому что, скорее всего, мы тоже не добежим. И вот это все, вот это вообще не факт. То есть, может быть, да, может быть, нет, по открытому полю. А там вон еще чувак, бам! Шапка улетела прямо на наших глазах. Но чувак с собой отвлек. И даже каким-то макаром, кстати, если крутиться вот сюда, если крутануться вот сюда, то чисто теоретически мы даже что-то можем с вами замутить. Мне интересно, откуда вот этот вот давал. Твою мать, опять бежать. Опять страдать. Кустов 0. Камней 0. Всего 0. Понял. Давай, мы хорошие. И вот туда вот закручиваем. О. Потрясающе. Просто шедеврально. Это просто шедеврально. Знаю, как я здесь еще бегу и не нашел себе новых друзей. А, ну все, мы прибежали. Угу. Я понял. Это 100% мы прибежали. В лобби. Прям 200%. Неужели он меня не увидел? Да ну нет. Да ну не верю. Блин, без варика, ребят. Большой использую. Все, он меня чекерит. Куда-то здесь бежать. Блять, ты... Это бутерброд. А, то есть поэтому никто не хочет, да, пострелять?
Угу. Действительно, нахера. Вообще просто потрясающе. Угу. Угу. Просто лучшее. Бежали, чё? Опять зона от нас. Ага. Знаете, парни, я вам напоследок кайфы устрою. Чё? Да пососешь. Ага. Угу. С меня забреют отсюда. И зона на него идет. Мать его. Я ничего бы не сделал. Просто мышь сидит. Он в зоне, причем он очень долго это все делал. Ладно, что, 4 фрага, нормально. Скосили по горке, кто бежал там с какими-то супер скинами. Неплохая катка. Очень неплохая. Угу. Хорошая. Ну, это пап. Ну, за что винить человека, у которого, ну, 2 отца? Ну, зачем его винить? Ну, он вырос в такой семье. 3-й на камеру снимал. Ну, чё? Кто-то скажет, что он стратег. Я не спорю. Но сути это не меняет. Добро пожаловать, ребят, всем. Всем welcome. Сегодня такой прям максимально чильный стрим. Я почему-то вспоминаю те старые стримы, на которых мы могли прям очень приятно, очень круто провести с вами время. Спасибо всем за лайкосы. Сейчас даже посмотрю, сколько вы их уже понаставили. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 3,5 тысяч, ничего себе. Но жил как мог. Лех, привет, я стал отцом 02.06. Поздравляю, дочь родилась, поздравляю вдвойне. Если помнишь, на сходке в Нижнем ты беременный подарок подарил девушке. Помню. Конечно, помню, она одна была. Рады были тебя там видеть. Ну, с пополнением вас. Ничего себе. Поздравляем всем каналом. Фолочь, ребят, в телегу зайдите, в Heart Insight. Там я инфу кину, когда будет фолочь. Спасибо. Все вопросы, все туда. Сейчас просто приятно проведите время на стриме. Опа. Все вопросы, ребят, все туда. Не хочешь вернуть балаклаву, зачем? Самое интересное, я с ней не прощался. Леха, дрова. Довольно неожиданно увидеть сегодня папк. Ну, но, я говорю, я возможно, такой это и неожиданный. к лучшему. Можно расслабиться и кайфануть вечерком, так как завтра ЕГЭ. Сдаю ластый экзамен по истории и заканчиваю ебаную шкилу. Потом вспомнишь свои слова. И потом будет проникновение в этот самый, как его. Ну, ты понял. В институт. Там, да, там точно. Да. Присунут. Угу. Так что... Ну, я такой же был, на самом деле.
Мгм. Хм, да-да-да. Ну, пополнение хорошая вещь. Когда видео с Артем Вульф? К нему приди на стрим, скажи, Тем, когда выложишь видео? Мы уже с Темычем его сняли аж 2 штуки. Ну, это ж его канал, брат. Я же не могу как-то повлиять на это. Так. Надо топ-1, что ли, взять. Сидеть просто впадлу. Можно, в принципе, папича отыграть. Ай, ну давай. Не знаю эти игры. Угу. Да-да-да. На первой сессии обратно в школу. 100%. Слезы, сопли. Все как мы любим. Угу. Я так понял, здесь весело, да? Я тоже вот не знаю, на крыше есть здесь что? Нет, вроде нет. Ничего не вижу, ничего не слышу. Но очень интересно. Здорово! Это в лобби, братик. Куда же? Ему вы что, все что ли сюда решили упороться? Парни, давайте как-нибудь договоримся, пожалуйста. Что-то вы очень активно начали. О, пошло добро. Заливаться. Давай-ка мы вот так вот. Почему все именно сюда щемятся? Можете кто-нибудь объяснить, нет? А? Ребята, давайте жить дружно. Ну, они сидят, ну, типа... Они ж выйдут оттуда. Правильно? У них же вариков нет. Все равно оттуда полезут. Кстати, от первого лица чисто поугарать можно. Тут же где-то и второй. Не попал. Угу. Он сейчас, кстати, улетит.
Но видеть он меня не может. Слышит, может. Видеть нет. Что тут? Что это такое? И? 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 Ну что, долго нет будем? Танцы с бубном. М-м. Тут все, говорит. Никита, Стас, Герман, ёпт. Все, кто только можно. Все там. Угу. О, бунтарь. Одобряем. Ра-та-та-та-та. Тут, я не пойму, тут в этой точке свет клином сошелся или что? Что здесь происходит? Почему все прутся сюда? А! Нет, никто мне не подскажет. О! Дашь так? Не надо, братик. Зря отвлек. Зря отвлек. Блин, стрим снайперов просто забейте. Сколько же их, господи. Ой, очень много. Так, ладно, погнали дальше. Давайте мы сделаем следующим образом. Надо смотрите аккуратно, потому что за это банят. Довольно жестко банят. Можно с тобой поиграть, залетай. Ну, только дичью не страдайте. Это палится же все. Там забанят. Есть баны, кстати, в этом плане довольно жесткие. Меня тогда забанили. Тоже я угорал, прикалывался. На каком-то стриме мы с вами не так давно это делали. Меня насколько на месяц откинули, по-моему. Д3, не, смысла нет. Стрим снайпер. Здесь 4 стрим снайпера было. Мне сейчас больше свои, да, проекты интересны. Есть 2 проекта, которые я хочу реализовать в жизнь в ближайшее время. Поэтому очень надеюсь, что все получится. Веришь в судьбу человечества? Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Да нет, мы просто обычные люди, которые заспаунились на этой матушке-потаскушке земле, которая уже, мне кажется, больше, чем положено, существует. Вот, я жду, когда просто прилетит какая-нибудь бимба из космоса такая, чтобы, знаешь, прям, чтобы просто ты встал вот так вот стоя, просто молча поаплодировал, сказал просто браво. Вот это будет красиво, вот это будет круто.
Вот, а во что-то там прям этот... Не верю. А. От первого лица сегодня первый раз, да, играем. Классная чашка. Да, согласен, мне подарили. Там что-то на ней написано, я не видел. Что-то с оранжевым. Вообще оранжевый цвет мой любимый, на самом деле. Что думаешь по бодикам? Смотрел стримы по ней, мне не зашло. Sleeping Dogs нет, не моя. А вот Киберпанк, уже доработанный, вот это что-то ближе к истине. На вопрос, ребят, где есть когда, не отвечаю. Все в телеге. Два проекта, которые, дай бог, дадут 10к просмотров. Ну, не знаю, до этого давали 800 и миллион просмотров. Хотя, если ты смотришь крутизну стримера по онлайну или крутизну проекта по просмотрам, ну, можно видос, допустим, назвать «Жру говно за своим другом». Понятно, что это соберет много просмотров, но это не значит, что это крутое, интересное видео и круто сделанное, смонтированное там или отснятое. Вот, а можно сделать реально крутой проект. Ну, как бы, если ты привык жрать говно, ну, ладно, окей. Ну, это твое личное дело. Я привык делать что-то интересное, прикольное, необычное. Эксклюзивное, например, как с заброшками. Потому что это все делалось в реале. И мы первые, кто это сделали, и пока это повторить никто не может. Я думаю, что и повторят не скоро. Это уж только со спутниковым интернетом можно такие вещи делать. А мы это сделали по-другому. Так, давайте сюда прыгнем. Почему-то я один. Почему, непонятно. Ну ладно, окей. Очень непривычно от первого лица. Томпсон. Так, секунду. Я, кстати, заметил, что здесь звуки выстрелов довольно... Они громкие сами по себе. То есть... мне почему-то казалось, что должно быть немного наоборот. То есть как-то звуки выстрелов должны быть все-таки потише. А шаги погромче. Хотя, наверное, это мое мнение только. А может, так и попало. Миномет, ручка. Вот еще бы одну ручку, и уже что-то могло бы получаться. Угу. Привет большой, привет. Привет. Вообще, теория, ну, для меня, допустим, по крайней мере, теория вообще как такового контента, Подскажи крутизны, координаты всего места, остального. где взять мох на стену. Она уже давно понятна. Мох на стену, господи, погугли просто, это какой-то прям... Не какой-то прям супер редкий... Не какой-то прям супер редкий материал. Вот. Так что как-то так. Я думаю, что найдешь быстро. Мы просто погуглили. Ну, так и напиши. Так что как-то так. Можно, в принципе, на город, наверное, да, дальше покрутить. Томпсон раньше разрывал прям. Жестко прям А разрывал. это красивому интервьюеру с канала «Мать моя харизма». Спасибо ему за контент. Смотрела крайний подкаст. Очень интересно было. Развиваюсь вместе с вами.
Развиваться это очень хорошо. Я, правда, Сабин, если честно, ни хера не понял. Ну, блядь, было просто потрясающе и очень интересно. Я... С какого канала, кто, может, я просто отвлекаюсь? Ну, ладно. Ты тоже хороший и очень классный. Или кто-то на стрим, наверное, да, зашел, я просто не увидел. Может быть и такое. Вообще, кстати, я всегда говорил, у нас на канале одни из самых крутых стрим-снайперов. В какой плане? Не знаешь, как делают? Они, короче, раньше, по крайней мере, было так, насколько помню. Они, короче, сначала убивают все вокруг меня, а потом воюют со мной. И вот это очень круто. По крайней мере, интересно. Погнали. Ближе к центру, наверное. Спасибо. Хомячка тапаешь? Да, сижу, тапаю. Я с хомяком эти мемы, конечно, посмотрел, поугарал. Жестко довольно. Девка сидит, реального хомяка там по башке стучит, говорит, что-то не понимаю, говорит, когда это? Ошиблась, а ну бывает, ничего страшного. Бывает. От первого лица уже так. Так от третьего не поиграешь. Респект, конечно, тем, кто играет от первого. Тяжелее, конечно, играть. Меньше казуальности. Здесь я не поспорю. Факт остается фактом. Здесь вообще, конечно, хорошо бы... Звуки вообще непонятные. Максимально. Что-то куда-то капает, тапает. Я думаю, что здесь где-то есть чувак, который остался после... Ну, один он, короче, здесь остался. То есть он здесь всех вырубил. И остался Солянова. Я почему-то так думаю, то, что он здесь один или два их на эту лук. Прицел не хочет сегодня появляться.
максимально. Жопит прям. Я бы на М24 пересел. Ёперный театр. М24 и... Наверное, как-нибудь вот так, что ли. Непривычно от первого лица. Стример привык к простоте. Здесь все сложно. Никого не вижу. Я не знаю, может тут как-то все по-другому играют. Я уже 150 этих пробежал. Вообще никого не вижу. Из работяг. Вообще хз, где кто. Тишина. Где-то там вдалеке на горизонте что-то там кто-то как-то куда-то. Ну, вообще чисто по-хорошему мне бы, конечно, вот здесь посидеть. Почему здесь посидеть? Потому что... Чат, какая любимая игра в исполнении Харда? Моя Diablo 3. Хорошего стрима, родной. Да не, у нас много таких игрушек было интересных. Ctrl 3 это левая сторона, Ctrl 4 это значит пересесть на заднее правое. Угу. Ага. Вот от игровой зоны откис. Я не знаю, в топ-20 без единого выстрела. Кого? Кого? Куда? Зачем? Почему? Непонятно. Пытаюсь хоть один выстрел найти, вообще не слышу никого. О. Что-то где-то здесь. Я думаю, что дом и пригорок, наверное, да, перестреливаются. Понял. Чувачок. А, тут у вас вообще классно, да? Тут вообще полное погружение у ребят. А.
Ну-ка еще-ка разочек. Понял. Можно причину назвать то, что он любит мужские эти? Нет? Нет такого? Ну ладно. Ну ладно. Так, ну надо наше любимое, я так думаю, да? Наш самый любимый контент. Поехали. Понял, принял. Вычеркиваем. Ща. А, у нас все настройки еще скипнулись. То есть это я сейчас на дефолте, да, все время играл? Угу. Угу. Понял. Понял. Ну, я даже не удивлен, на самом деле. А почему, интересно, скинулись все эти... как оно может скинуться до дефолтных настроек? Ну, умеет парень, ну, конечно, конечно. Ну, естественно. Как в этом, как, знаете, вот салют такой, как будто звуки, вообще вот эта анимация. У меня такое ощущение, знаете, как в класс коррекция. Такое, знаешь, вяло текущее. Угу. Так, ну поехали. А, они с обновой взяли, короче, этот, да, весь? Я понял. Короче, они все до дефолтных настроек, да, с обновой скинули? Балдеж. А где пати моя? Где моя пати? Дядя Леша, привет. А. Чатику тоже хай. Год не смотрел тебя. Как же ты похудел. Прям еще Я краше стал. подскинул, да, десяточку я Удачного скинул. стрима. Сейчас еще подскину. Раз. Не, подождите. Я без пати не хочу. Мне срочно нужно пати. Давайте, знаете что, я как-нибудь с кем-нибудь в нее все-таки поиграю. Привет, Лех. Смотрю, Потому уже что он тоже играть заходит. соло в Фу. PUBG очень Удачного скучно. стрима. Надо с кем-то стопудово. Ребят, пойдемте сейчас отдыхать. Давайте 10-15 лайков наберется. Я посмотрю, если прям будете топить. Кого-нибудь позову на стрим. Можно даже с Толянычем, в принципе, будет в PUBG отыграть. Я думаю, что получится очень приятно. Вот. Ну, что могу сказать? Подписывайтесь на телегу Hard Inside. Вот, туда скину обязательно всю информацию. Завтра смотрим Димона. Может быть, даже завтра будет 2 стрима. Еще очень хотелось бы Fallout завтра сделать. Может быть, даже он подольше будет такой. Долгий стрим по Fallout. Не знаю, короче, как пойдет. Вот, завтра куча дел, куча планов в начале, в первом дня. Так что как-то так. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был Леха, Hardplay. Увидимся. Не забывайте про нашего оранжевого партнера. Ссылочка в первом.